Привет, ARMY. Слухи сначала были просто фоновым шумом, их легко было игнорировать, но теперь они повсюду. Посты удалены. Подписи изменены. Расписание сдвинуто. Взгляды, которыми обменивались люди, не казались случайными. Фанаты думали, что это просто очередной слух, пока тишина не стала громче любого заявления. Сегодня что-то изменилось. Слова Тэхёна стали короче. Тон Чингука стал холоднее. Воздух вокруг них словно замер, и все, кто наблюдает, тоже. Мы наблюдаем момент, когда слухи становятся реальностью, или затишье перед тем, как все рухнет. Оставайтесь с нами, потому что то, что вы сейчас увидите, уже начало шокировать фанатов по всему миру. Там, где воздух затих, комната не изменилась, но изменилось ощущение. Это был такой сдвиг, который не видишь, а чувствуешь. Пауза, которая была немного слишком долгой. Улыбка, которая не дошла до глаз. Камеры продолжали снимать. Свет продолжал гореть. Но что-то между Тэхёном и Чингуком вышло за рамки обычного и отказалось возвращаться. Все началось с незаконченной фразы. Тэхён начал говорить, остановился, глубоко вздохнул, словно взвешивая каждое слово, боясь, что оно может что-то поджечь. Он отмахнулся от этого смехом, но это был смех, похожий на звук закрывающейся двери. Чингук взглянул в сторону, быстрый, резкий, почти защитный, почти отстраненный. Никто ничего не сказал вслух. Им это и не нужно было. Зрители почувствовали это мгновенно. Странное чувство в груди, словно наблюдаешь, как отлив слишком сильно отступает. Люди называли это чрезмерным обдумыванием. Затем начали появляться закономерности. Разный выбор музыки. Опоздание на сольные репетиции. Не обмен информацией. Раздельные выступления, которые раньше были вместе без вопросов. Различия слишком незначительные, чтобы доказать, слишком большие, чтобы игнорировать. Раздел комментариев превратился в бурю. Некоторые умаляли. Некоторые отрицали. Некоторые были убеждены, что будущее уже изменилось, пока все остальные моргали. Слухи превратились в серьезные догадки. Тэхён заговорил первым, не прямо, не ясно, но и не безответственно. Просто достаточно, чтобы в комнате стало холоднее. Слова о путях, времени, о необходимости пространства для дыхания. Не драматично. Не громко. Но честно, так, что это ранило сильнее, чем крик. Чингук не перебивал. Он просто слушал, выражение его лица было нечитаемым, челюсть сжата, словно он уже знал, что этот разговор ждал их где-то в будущем. Затем наступила тишина. Такая тишина, которая ощущается как нечто огромное, стоящее за запертой дверью. Фанаты разрывались между двумя невыполнимыми желаниями. Желанием, чтобы они были вместе навсегда, и желанием, чтобы каждый из них пробежал так далеко, как только мог занести их собственный свет. Гордость и страх переплелись, пока никто уже не мог отличить одно от другого. Это рост или прощание? Это свобода или начало отчуждения? Взгляд Тэхёна смягчился, когда он посмотрел на Чингука всего на секунду. Чингук посмотрел на него в ответ, и эта секунда сказала все, что они не позволяли себе сказать вслух. Годы выступлений, пот, смех, изнеможение, обещания и невысказанное давление – все это уместилось в одном взгляде, достаточно тяжелом, чтобы искривить воздух. Если бы кто-то из них нарушил молчание, что-то изменилось бы навсегда. Поэтому они этого не сделали. Вместо этого Тэхён говорил о следующей главе. Чингук говорил о том, что нужно делать то, что кажется правильным. Нейтральные слова. Безопасные слова. Но окутанные чем-то дрожащим. Мир услышал эти фразы. Фанаты услышали биение сердец. И вот тогда начался шок. Не из-за скандала. Не из-за ссоры.
а потому что внезапно это показалось реальным, возможность того, что парни, выросшие под одним и тем же светом софитов, теперь готовятся встретить его в одиночку. Не как случайность. Не как слух. Как выбор. Ужасающий, освобождающий, необратимый выбор. Чат взорвался. Некоторые умоляли о поддержке. Некоторые писали тревожные теории. Некоторые говорили «я так и знал». Другие шептали «пожалуйста, еще нет». Видеоролики повторялись, замедлялись, анализировались покадрово. Рука, которая не тянулась. Предложение, обрезанное пополам. Прощание, замаскированное под непринужденную фразу. И все же сквозь весь этот шум один вопрос не исчезал. Это начало их сольной эры, или момент, когда все между ними изменится навсегда? Ответа в тот вечер не последовало. Вместо этого Тэхён улыбнулся своей тихой улыбкой, той, которая кажется скрытым смыслом. Чингук на полсекунды опустил взгляд, затем выпрямился, словно готовясь к чему-то, что мог предвидеть только он. Прямой эфир закончился. Экран погас. И по всему миру миллионы людей смотрели на свои отражения, их сердца колотились от одной и той же мысли. Это уже не казалось слухом. Это было похоже на первую страницу чего-то, к чему никто не готов, но от чего никто не может отвести взгляд. Продолжение следует. Утро наступило безжалостно. Не было никаких официальных заявлений. Никаких подтверждений. Никаких объяснений. Только тишина, такая, которая распространяется быстрее любого объявления. Пока город просыпался, ленты новостей не спали. Повторы зацикливались. Скриншоты множились. Каждая секунда предыдущей ночи была заморожена, увеличена, замедлена, изучена, как улики с места преступления, которые никто не хотел рассматривать. Имя. Что-то изменилось, и притворяться, что ничего не произошло, вдруг показалось нечестным. Тэхён исчез первым, не физически. Он публиковал посты. Он улыбался. Он показывал фрагменты обычной жизни. Но теперь его слова были осторожными, окутанными теплом, которое все еще ощущалось как отстраненность. Длинные подписи стали короче. Шутки стали мягче. Такие изменения замечаешь, только если наблюдаешь за ними годами. И люди действительно наблюдали. Чингук отреагировал иначе. Он не исчез. Он сиял ярче. Больше видео с репетицией. Больше ночных разговоров, которые одновременно много и ничего не говорили. Он выглядел беспокойным, как люди, стоящие в дверях. Не внутри. Не снаружи. Уже выбирая, куда ступить дальше. Они не говорили «сольная эра». Им это не было нужно. Мир сказал это за них. За закрытыми дверями разговор был проще и гораздо болезненнее. Два человека, выросшие под одним и тем же громом, теперь должны были задать вопрос, который казался почти запретным. «Кто я, если я не делаю это с тобой?» Тэхён ответил первым, как всегда, косвенно и с прекрасной жестокостью. Он говорил об искусстве. О звуке. О грузе ожиданий, которые стали слишком тяжелыми, чтобы притворяться, что ты их не чувствуешь. Он не сформулировал это как уход. Он сформулировал это как дыхание. Чингук молчал, что было громче всего. Он слушал, опустив голову, пальцы неподвижно, такая неподвижность, которая означает, что где-то, где никто не видит, назревает буря. Не гнев. Не предательство. Что-то хуже. Понимание. Толпа видит сцены. Она не видит ночей, когда музыка перестает быть радостью и начинает ощущаться как обещание, которое боишься нарушить. Она не видит вины за желание большего, большего контроля, большего риска, большего себя. Даже когда «больше» означает отказ от чего-то идеального. Слухи называли это драмой. Реальность назвала это взрослением. Следующий знак не был взрывным. Он был едва заметным,
и это делало его еще более пугающим. Тэхён появился один в студийном видеоролике. Чингук забронировал время в другом городе. Их пути не пересекались публично, и все делали вид, что не замечают, хотя на самом деле замечали каждую секунду. Комментарии превратились в поле сражений. Он заслуживает своей эры. Не уходи из группы. Они отдаляются друг от друга. Они наконец-то выбирают себя. Каждое мнение казалось рукой, тянущей их в противоположные стороны, которые они и так уже рассматривали. Затем, неожиданно, они снова улыбнулись вместе на камеру. Тот же кадр. Тот же смех. Та же близость, и все же не то же самое. Это было прекрасно, но в то же время больно. Как будто два человека говорят: «Я все еще здесь», тихо понимая, что «все еще» — это не то же самое, что «навсегда». Взгляд Тэхёна задержался дольше обычного. Чингук оглянулся с той смесью мягкости и стали, которая появляется у него перед принятием решения, от которого он уже не отступит. Можно было почти услышать это, щелчок чего-то внутри него, зафиксировавшегося на месте. Не прощание. Еще нет. Но больше нет отрицания. Они стояли там, где океан поднимается неестественно высоко, прямо перед тем, как разобьется волна. Слишком далеко, чтобы отступить. Слишком близко, чтобы упасть. Фанаты чувствовали это. Гордость, переплетенная со страхом. Никаких скандалов. Никаких злодеев. Просто два человека, переросшие ту версию себя, которая была приемлема для мира. Вопрос становился все тяжелее. Готовятся ли Тэхён и Чингук идти разными творческими путями? И если да, то как это повлияет на все, что было создано раньше? Ответа не последовало. Еще нет. Тэхён снова замолчал. Чингук снова работал дольше обычного. Мир делал вид, что движется дальше, но это было не так. Потому что в глубине души все знают. Это больше не шум. Это импульс. Инерция не возвращается. Переломный момент произошел не на сцене. Он случился в комнате без микрофонов, без грима, без зрителей. Всего два стула, и та честность, которой люди избегают, пока им не останется места, где можно стоять. Снаружи мир продолжал гадать. Внутри Тэхён и Чингук наконец перестали притворяться, что не знают, что произойдет. Все началось тихо. Тэхён заговорил первым, потому что он всегда так делает, когда слова ранят сильнее всего. Никаких речей. Никаких поэтических кругов. Просто правда, обнаженная до костей. Я не хочу быть смелым только на сцене. Эта фраза повисла в воздухе, хрупкая и опасная. Чингук не ответил сразу. Он смотрел в пол, словно правильный ответ мог быть написан где-то на плитке, если бы он только достаточно внимательно посмотрел. Тэхён продолжил. Он говорил о мелодиях, которые не мог выпустить. О версиях себя, застрявших между тем, чего ожидали фанаты, и тем, кем его сердце упорно стремилось стать. Он не просил разрешения. Он не просил понимания. Он просто произносил это вслух. И произнесение этого вслух сделало это реальным. Чингук наконец поднял глаза. В его глазах не было гнева. Не было шока. Только узнавание, словно он нес тот же груз и ждал, пока кто-то скажет это первым. «Я хочу большего», — признался он. Не жадности. Голода. Того, который определяет его жизнь. Все или ничего. Никогда не наполовину. Больше риска. Больше опасности. Больше.